3,7-35. То есть, грубо говоря, если мы будем говорить о том, что наука и, собственно говоря, цивилизация, которая была до христианства у славян, арийцев, да, она достаточно сложная и не уступает, допустим, египетским всем этим. Да это же все наше. То есть это наши уже предки были все такие построили. технологии, которые позволяли делать такие чудеса. Конечно. Конечно. И они все были как-то записаны. Древние египетские легенды гласят, что 9 белых богов, пришедших с севера, создали Египет. Но наши предки его называли Такеми. Греки белых людей, живущих в Северной Африке, называли кемерийцы. То есть Такеми, выжженная земля, то есть выжженная солнцем. И получилось как? Ну это как легенда, что когда чернокожие племена пришли и увидели, что строятся города на побережье Средиземного моря, на берегу Нила, они пришли и спросили верховного вождя, как его зовут. А у белых народов была маленько другая система. То есть незнакомцев встреч спрашивают с берегов какой-то реки, какого-то рода племени, как тебя звать, величать. Совершенно иная форма обращения. Они пришли к верховному вождю и спросили, как тебя зовут. А он этот вопрос понял так, что его спрашивают, с берегов какой реки он пришел. И он им ответил: Ра, древнее название Волги. Вот так древнее название Волги стало именем верховного бога Египта. Ра. Да, то есть непонимание. То же самое, как